В этом видео вы узнаете значение префикса. Я расскажу про префикс. Какой префикс? Ты обиделся? Почему вчера ты так важно прошагал мимо меня, даже не посмотрев в мою сторону? Не попадание в цель. Возвращение в нормальное состояние. Грустно. Привет! Меня зовут Марина, и вы на канале Russian Language Club. Здесь все о русском языке. Сегодня в этом видео вы узнаете значение префикса. В русском языке есть такие специальные добавки к словам, которые имеют свои значения. В этом видео я расскажу про префикс «про». Кстати, префиксы русские называют приставками, а больше видео о префиксах есть вот в этом плейлисте. Итак, префикс «про». Уверена, что вы слышали такие слова, как проехать, пробраться, проговорить, прогулять, проветрить и другие. В русском языке много слов с префиксом «про». А теперь давайте познакомимся с основными значениями префикса «про». И первое значение – движение внутрь, насквозь, преодоление расстояния. Пройти, проехать и другие глаголы движения с префиксом «про», пробраться, проникнуть, прорыть. Например, говорят, что Петр I прорубил окно в Европу. Мы успешно пробежали московский марафон. Еще одно значение – движение мимо предмета без остановки. Это также глаголы движения с префиксом «про», проехать мимо, прошагать, проскакать. Например, поезд проезжает мимо маленьких станций без остановок. Ты обиделся? Почему вчера ты так важно прошагал мимо меня, даже не посмотрев в мою сторону? Еще одно значение – действие в течение определенного промежутка времени. Прогулять, проработать, проплакать, пролежать. Примеры. После рабочей недели я проспала 12 часов подряд. Спортсмен пробегал все утро. Обратите внимание, пробегал, не пробегал. Мы проучились в университете 8 лет. Еще одно значение префикса «про» – это действие, которое осуществляется в течение непрерывного промежутка сразу. Продиктовать, прокричать, прозвучать, прозвонить. Примеры. Прозвенел последний звонок, и начался спектакль. Где-то пролаяла собака, а где-то промяукали коты. Пуля просвистела совсем рядом. У префикса «про» есть также значение полноты, тщательности действия. Просмотреть, прослушать, проработать, продумать. Я хочу прослушать курс лекций по истории России в этом году. Еще одно значение – пропуск, неполнота действия, упущение, непопадание в цель. Промахнуться, проглядеть, прозевать, проспать, прогуливать. Примеры. Мы прозевали еще одну распродажу. Я не знаю, какая погода будет завтра. Утренний прогноз погоды я прослушала. В школе мы никогда не прогуливали занятия. Значение 7. Незначительная интенсивность. Такое действие не спеша. Пройтись, пробежаться. Туристы пробежались по Эрмитажу, так как у них был только час. Пробежись по тексту моего выступления, пожалуйста. Следующее значение. Возвращение в нормальное состояние. Проспаться, продышаться, прокашляться,
Доктор, мне иногда трудно прокашляться из-за болей в груди. Высоко в горах иногда трудно хорошенько продышаться. Последнее значение префикса «про» – это наделение признаком. Прояснить, прослезиться. Комнату нужно проверить, здесь слишком душно. Давай проясним один важный момент, чтобы не было непоняток. Ах, да, есть еще одно значение. При добавлении префикса «про» к существительным появляется значение нахождения между чем-то. Проулок, промежуток. И еще один вариант. Если вы добавляете префикс «про» к прилагательным и существительным, может появиться значение начальной стадии появления чего-то или неполноты признака. Например, просить. Волосы с проседью. Или проблеск. Проблеск таланта, проблеск света, проблеск сознания. Вот и основные значения префикса «про» в русском языке. Но в русском языке еще много префиксов, поэтому подписывайтесь и не пропускайте следующие видео. А пока давайте общаться в социальных сетях. Пока-пока! До скорой встречи!